Дорогие друзья, я рада приветствовать вас из солнечной Испании. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, конечно, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Как вы знаете, я только что вернулась из поездки в Рим. Как всегда, вечный город великолепен. Он описан и воспет многими. Не мне чита, но я вставлю свои туристические 2 копейки. Перед Колизеем есть огороженный газончик, на котором расцвело дерево Иуды. На газончике понятные даже неграмотному таблички «По газону не ходить». Но всегда находятся люди, для которых запреты не имеют никакого значения. Если нельзя, но очень хочется, то можно. У меня есть такая знакомая. Ей захотелось сфотографироваться с цветочками на фоне Колизея. Полезла на газон и успела сделать пару фоточек, когда полицейский в гражданском подобрал ее под белые рученьки и отвел к полицейской машине, стоящей в десятки метров от газончика. То есть стоящей рядом с газончиком. Там фотографам-любителям выписывают штрафы. Рогатцы выписывают штрафы неспешно, нарушители успевают проникнуться важностью момента, начинают рассказывать о трудном детстве, о проблемах здоровья, о папе-алкоголике, о маме-наркоманке и прочее, прочее. Когда полицейский сообщил сумму штрафа 160 евро с носа, стоявшая в очереди за штрафом мамаша из Израиля пустила слезу. Из их семьи 2 влезли на газон. Так доходчивые итальянцы учат уважать правила и законы. Моя приятельница, гражданка ЕС, не собирается платить штраф, кто бы сомневался. Но если будут последствия, я вам расскажу. Если вы в Риме уже бывали и с основными достопримечательностями знакомы, то рекомендую вам взять гида. Замечательный гид Анна Смирнова устроила для нас экскурсию на виллу Торлоне, где жил Муссолини. Очень рекомендую. Необыкновенно интересно. Мы побывали на выставке Караваджо. К моему разочарованию, выставка оказалась гораздо меньше устроенного ажиотажа. Представлено около 20 картин, и везде толпы народа, разумеется, несмотря на вход по расписанию. С другой стороны, картин немного, удалось каждую рассмотреть и прослушать описание. В общем, вечный город генерирует бесконечное наслаждение. Теперь из Рима перенесемся к нашим финским баранам. Любимая тема – благотворительность и истинные финны. Перус суамалайзет. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. В городе Ванта, близ Хельсинки, есть благотворительная организация Joshua Mission, занимающаяся продовольственной помощью интересующимся. Доброе дело, раздача еды нуждающимся. Все как в рекламе. Улыбки, немощные старушки получают пакеты с продуктами, волонтеры раздают хлебушек. Но вот сюрприз! Все деньги ассоциации в течение 2 лет поступали напрямую на личные счета исполнительного директора, по совместительству члена городского совета и члена партии Перус суамалайзет истинные финны господина Тимо Валтонена. Тимо Валтонен решил, что помощь бедным – это отличный способ позаботиться о себе. Раз он руководит фондом Joshua Mission на общественных началах, то логично себя вознаградить за волонтерство. В начале 2023 года банк Нордея закрыл счета этой шарашки. Причина не называется, но можно догадаться, что просто так банк в обслуживании не отказывает. Тогда деньги перенаправили на личные счета исполнительного директора Валтонена. Никакого финансового контроля в ассоциации Joshua Mission не было.
а как вы учитываете движение денег? Ну, мы доверяем людям, то есть деньги просто приходят и просто уходят. Ну да, а что такого? Согласно отчету внутреннего аудита, средства ассоциации были использованы, кроме прочего, на забор вокруг дома Валтонена, на ремонт его автомобиля и на медицинские расходы Валтонену. В общем-то, за все это Валтонен должен был платить налоги, так как он не состоит ни в каких трудовых отношениях с Йошуа Мисьен, и между ними нет никакого договора о предоставлении этих льгот. Долгие годы Йошуа Мисьен получала поддержку от муниципалитета Ванта и государственные субсидии, предназначенные для организаций, занимающихся раздачей продовольственной помощи. По данным аудиторского отчета, завершенного в декабре прошлого года, ассоциация не выполнила многие требования, предусмотренные условиями муниципальной поддержки. У ассоциации большое количество операций с наличными, торговля на барахолках, пожертвования, сборы средств и другие поступления. Но отсутствует кассовый учет, что делает контроль за движением наличных невозможным. В связи с этим муниципалитет города Ванта заморозил выплату субсидий Йошуа Мисьен, но это еще не все. Бывший сотрудник фонда подал в полицию заявление, что они еще и торговали едой, полученной в качестве гуманитарной помощи. Продукты, полученные в виде продовольственной помощи, продавались нелегально, по вечерам, в выходные и даже ночью в больших объемах. По словам заявителя, особенно хорошо продавались мясные продукты, которые покупатели забирали мешками Икея. Валтонен отреагировал на заявление. Это политические преследования. Выяснилось, что исполнительному директору выплачивались необлагаемые налогом компенсации за километры, хотя их сумма превысила установленный лимит в 3000 евро. Также были оплачены его медицинские расходы в размере более 2300 евро за 2022-2023 годы. По мнению внутреннего аудита, эти расходы должны были считаться личными, так как исполнительный директор работает на добровольной основе. Кстати, Валтонен является кандидатом от истинных финнов на муниципальных и региональных выборах в апреле. Согласно отчету, за счет организации оплачивались ремонт и техобслуживание личного автомобиля Валтонена, запчасти, налоги на транспортные средства, подписка на ТВ-развлекательный пакет и счета за электроэнергию и рабочая одежда. Я без зарплаты руководил ассоциацией 31 год и сэкономил 1 000 000 евро, а теперь мне говорят, что даже джинсы купить нельзя, патетически восклицает Валтонен. Внутренний аудит провел выборочную проверку более 200 бухгалтерских документов организации. Из них 75 документов относились к личным расходам Валтонена. За исключением расходов на аренду, почти все расходы организации состоят из покупок, командировок и других трат, совершенных исполнительным директором. Совет ассоциации не осуществляет надлежащий контроль за его расходами, говорится в отчете. По словам Валтонена, совет директоров и аудиторы теперь проверили все счета и расходы. Все расходы были взысканы и возвращены, новый банковский счет открыт, и у нас отличные отношения с новым банком, заверил Валтонен. Короче, несите ваши денежки. В ходе проверки выяснилось, что Йошуа Мисьен также пришлось вернуть государству субсидии за 2019 финансовый год. Однако организация не смогла объяснить муниципалитету Ванта причины этого возврата. Валтонен прокомментировал результаты аудита. Тяжело осознавать, что преследует такую небольшую организацию, которая бесплатно работает на благо горожан. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь.
Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!